стоит ли Notion своей популярности в 2025 году, когда вокруг ежедневно появляются новые продвинутые инструменты, использующие AI-технологии и многое другое? И все еще есть возможность пользоваться старым родным Confluence. Давайте разбираться, почему Notion все еще такой популярный и почему я все еще выбираю его в 2025, а не перехожу на новые приложения. Безусловно, каждому свой инструмент. И если вам нравится писать чек-листы в блокноте, я слушаю и не осуждаю. А возможно, вам нравится перескакивать на новое приложение каждый месяц. Я тоже слушаю и не осуждаю. Но все же предлагаю хотя бы попробовать собрать свою уникальную систему в Notion. И вот топ функций, о которых я хотела бы знать, когда только начинала пользоваться Notion. Первое — это принцип блоков. Каждая новая строка внутри приложения — это блок. Он может быть текстом, картинкой, видео, базой данных, таблицей и еще много разных функций. Ограничений на бесплатном тарифе в Notion в блоках нету, что выгодно отличает его среди всех других приложений, таких как, например, Мира с ограниченным количеством досок или Фигмы, например. Но это так, первое, что пришло в голову. В общем, каждая новая строка — блок. Блоки разные. Блоки распределяются по странице, как настоящий конструктор Лего. То есть вы можете комбинировать их между собой, составлять в разном порядке, в последовательности и менять этот порядок и последовательность в любой момент. Чтобы не быть как-то голословной, я предлагаю вам прямо сейчас зайти в Notion и попробовать то, о чем я говорю, иначе вся информация из видео останется просто информацией из видео. Второе — это базы данных. Если вы слышали от кого-то, что Notion классный, то я вам даю 100%, что этот человек использует базы данных в Notion. Пока вы не поймете принципы их работы, вся красота использования Notion как планировщика будет проходить мимо вас. На первый взгляд база данных похожа на таблицу, но это не так. Таблица в Notion — это просто разлинованное пространство. Она не выполняет даже функционал Excel-таблиц. Это действительно точно то же самое, если бы вы сели и разлинеяли таблицу у себя в блокноте. База данных в Notion — это такая многофункциональная вещь, открывающая вам мир новых возможностей. Что же и почему? Каждая строчка в базе данных — это отдельная страница, а колонки в базах данных отвечают каждая за свои свойства. Причем свойства применяются сразу ко всем страницам, находящимся в вашей базе данных. Объяснять это словами ужасно. Классно зайти и потыкаться и понять, что это значит. Насколько больше и расширеннее мы можем управлять информацией, когда строчки в таблице — это отдельные страницы. Бешено звучит, но я вам говорю, открывайте Notion, нажимайте прямо сейчас. Это боковая команда, нажимаете на плюсик слева у строки, выбираете, например, Database Inline. Вот вы создали свою первую базу данных, можете просто потыкать на все, что попадается под руку, и это уже будет очень полезно. И в этом приколдес максимальный Notion, что мы можем из ничего создать свое MVP-приложение или MVP-продукта, и это будет работать. Это классно, чтобы протестировать какие-то гипотезы, если вы создаете приложение. Это классно для себя, потому что никакие рамки больших приложений вас не сковывают. Ведь, по сути, такие приложения, как Trello, Todoist, они создаются для того, чтобы максимальное количество пользователей могло усреднить свои потребности и их реализовать в программе. В Notion у вас намного больше разброс для фантазии. Для кого-то это минус, но для многих это огромный плюс приложения, я в их числе. Важно знать про базы данных то, что одну и ту же информацию в одной и той же базе данных вы можете отображать абсолютно по-разному, потому что база данных не предполагает только формат таблицы. Это стартовый формат. Но как только вы заполнили свою страницу, вы можете трансформировать ее, например, в календарь, или в галерею, или в roadmap, или в канбан-доску. Это все будет та же информация, просто подстроена под тот вид, с которым вы хотите работать. Мало того, что это разные виды, и мы можем держать их на разных страницах, и это все еще будет одна и та же информация, мы также можем связывать базы данных между собой. Если вам интересно в это углубиться, то на канале есть видео про Relation, и это как раз-таки связи между базами данных. То есть мы можем завести базу данных с проектами и подвязать к ней базу данных с задачами. И еще много вариантов реализации. Это только один из множества. Конечно, то, что я рассказываю, это какой-то самый простой вариант использования баз данных. Тут тоже, насколько вас заведет фантазия, насколько вы
захотите подстроить базы данных под свои потребности. Это может быть просто статистическая сводка из кабинетов ваших сотрудников. Это может быть сводка по вашим книгам. Это может быть просмотренные фильмы, это может быть аптечка, это может быть ваш задачник, это может быть ваша библиотека идей. Это может быть в целом что угодно, если мы говорим про текст и работу с текстовой информацией. На этом канале есть много видео про Notion и про то, как мы используем базы данных. Практически ни одно видео про Notion не обходится без использования баз данных. Так что приглашаю вас в любое из видео на этом канале, и вы там сможете намного глубже понять, о чем я сейчас говорила. Давайте к следующему пункту. Их на самом деле не так много осталось. Это персонализация. Если первые два пункта, они технически важные, то этот, конечно, он для души. Тоже есть видео на канале «Эстетичный Notion», там я подробно рассказываю, но здесь скажу то, что самые упоротые гифки могут поместиться в ваше пространство. Или наоборот, у вас есть брендбук, и вы можете загрузить целый пак иконок и использовать только это внутри вашего пространства. При этом, как и iOS, Notion не дает нам прямо такого масштаба, чтобы разгуляться. У нас есть всего 3 шрифта и 2 варианта отображения страницы. Это на полный вид или центрировано посередине. Так что, как бы вы не хотели дизайнерски разгуляться, какой бы креатор у вас ни проснулся, все равно в итоге Notion будет выглядеть минималистично и хорошо. Разработали его все-таки люди, знающие толк в минимализме. Так что вы, с одной стороны, можете очень многое сделать под себя, с другой стороны, это все равно будет хорошо выглядеть. И это потрясающая опция. Ну и последний пункт — это шаблоны. Все, о чем я сегодня говорила, можно научиться использовать и делать с нуля. И это если вы хотите прямо по винтику собрать под себя систему. Сделать сначала тачку, потом велосипед, потом машину, а потом и космолет, смотря что вам нужно в этой жизни. Но если вы хотите зайти и просто использовать что-то готовое в Notion, просто понять, как подходит вам общий функционал или нет, что там можно делать, и вот этот страх пустого листа перед вами стоит, то у Notion огромное комьюнити. Notion — приложение, построенное на комьюнити. И это комьюнити ежедневно создают шаблоны, платные и бесплатные, любые. Я уверена, что вы найдете шаблон под свой вкус. Его можно найти по поиску, можно найти на этом канале. Ссылка в описании тоже есть отдельно на шаблоны. Но можно зайти просто в библиотеку шаблонов Notion в боковое меню, и там сотни, десятки, я не знаю, тысячи бесплатных и платных шаблонов. Вы можете зайти, добавить себе, и все. Как только вы добавили шаблон себе, это в вашем пространстве, вы можете начинать пользоваться. Единственное, что будьте аккуратны. Тут очень легко попасть в ловушку, надублировать себе десятки шаблонов и ничем из этого не пользоваться. Это как раз-таки то, в куда мы попадаем, если не делаем пространство сами, а скачиваем готовое, то и ценность этого пространства в наших глазах как-то немножко падает. Поэтому для самых самоорганизованных людей мое предложение такое. Скачиваем шаблон, адаптируем под себя, там, переводим, например, или удаляем лишнее, пользуемся шаблоном неделю, и только потом, если этот шаблон что-то с ним не так, скачиваем следующий шаблон. Я вас уверяю, тогда вы будете использовать то, что скачали себе, потому что чем больше времени мы на что-то тратим, тем больше мы что-то это любим и ценим. Так что с шаблонами осторожно, не попадайтесь вот в эти ловушки просто скачивания и неиспользования. Для вдохновения того, что вообще можно сделать в Notion, заглядывайте на канал, но не просто в какие-то рандомные видео. Сейчас выходит целая рубрика «Как планируют в Notion разные люди». Уже вышло видео с маркетологом, который использует Notion больше 5 лет. Возможно, когда вы смотрите это видео, уже вышло видео с IT-специалистом, который использует Notion только для жизни и вообще там не ведет задачи. Так что заглядывайте в тот плейлист, я уверена, там можно найти, чем вдохновиться. Ну, а если вы хотите разобраться в Notion с нуля, есть видеогайд Notion с нуля, так и называется на канале. Если вы хотите чуть-чуть глубже и более структурированно, более уже получать готовые пространства, то приходите на страничку в Boosty мою. Там есть целый уровень подписки, называется Workspace, и на этом уровне ежемесячно выходят большие мастер-классы. За тему мастер-классов вы сами голосуете ежемесячно, какая выигрывает, по такой я и снимаю. Мы там от нуля до готового результата, с которым можно работать, создаем разные тематические пространства. Жду вас и там, жду вас в комментариях. Подписывайтесь, конечно, на канал, ставьте лайки. И напоследок, не пытайтесь сразу зайти и выучить все, и понять все, и сделать самое крутое, что только возможно. Цель важна, но, говоря про Notion, путь действительно еще важнее. Начните с малого, зарегистрируйтесь,
Напишите что-то на пустой странице, скачайте ваш первый шаблон, разберитесь с блоками и базами данных и попробуйте все это в работе. Этого будет уже более чем достаточно, чтобы влюбиться или возненавидеть Notion. Меня зовут Маша, а на этом канале мы строим свою идеальную цифровую инфраструктуру в Notion и не только. Я вас всех целую, обнимаю, увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Пока!